И немного философии о лимонной кислоте. Лимонная кислота, как по мне, это самый дешевый и удобный и легко доступный способ избавиться от ржавчины, каких-либо еще окислов, загрязнений. И имеется в виду по отношению вот к металлам, к топорам. На самом деле не только металлы и не только топоры. Ну вот в частности я использую это для очистки от ржавчины инструмента. Особенно если очень-очень большой и многолетний плотный налет ржавчины. Почему это самый дешевый и доступный способ? Потому что лимонная кислота в принципе есть вообще в любом магазине. Абсолютно в любом, стоит она по-разному. И я рекомендую вот покупать лимонную кислоту такую. То есть здесь у нас полкило. Я рекомендую покупать по полкило. Во-первых, потому что ее будет надольше хватать. Во-вторых, потому что она дешевле. Реально дешевле. Вот конкретно это, пожалуйста, у нас страна происхождения Китай. Не знаю, это, судя по всему, китайцы придумали, но кто его знает, любопытно. Страна происхождения Китай. Изготовитель от Кубань, то есть Краснодар. Ее я покупал у нас на самом обыкновенном рынке в сентябре 2022 года в районе 60 рублей за полкило. И, честно говоря, я искал там в сети, в интернете, тот же Wildberry, известная платформа, там дороже, причем намного и намного дороже, имеется в виду по весу. То есть я рекомендую покупать хотя бы в полукилограммовых пачках, потому что, во-первых, намного дольше хватает, во-вторых, она более в них, не знаю, вот это вот очень качественная. То есть конкретно вот это, она очень качественная. Есть очень именно промышленная, то есть промышленная, она грязная лимонная кислота. Ее используют для вот очистки труб из нержавейки, то есть на заводах, на предприятиях, где угодно, на самом деле, может быть даже в автомобильной теме. Хотя я думаю, что там просто свои промышленная химия есть. Ну, как бы то ни было, она вообще продается в мешках. То есть есть у нас какие-то там массовые там какие-то рынки, где там огромными в бочках, в мешках все продается. Оно будет очень дешево стоить, но она, во-первых, она более грязная, во-вторых, я не знаю, насколько она хорошо действует, но вот это очень классно действует. И самое главное, она свежая. То есть она августа месяца, свежак. Это еще одна причина, почему. То есть она не какая-то там древняя, там, не знаю, отсыревшая, вонючая. Она прям реально свежак. Как в двух словах ей пользоваться? То есть, ну, может быть, я не буду изобретать велосипед, может быть, это знает каждый, они скажут, что ты херню несешь какую-то. А мы давно все знаем, но есть пара моментов, буквально два. Первый момент, все-таки это довольно агрессивная кислота. Да, понятно, что это там не какие-то там ортофосфорные или какие там есть кислоты. Я имею в виду, которые не так, как в фильме разъедает, а более такие мягкие. Точно так же есть люди, они вот травят именно кислотами. Но, во-первых, давайте так подумаем, а где ее найти? Где найти эту кислоту? Точно так же покупать, и она намного дороже будет. И говорю, это может позволить себе купить абсолютно каждый. 100 рублей в кармане, пошел на любой рынок и купил. И это может абсолютно каждый позволить. Во-вторых, она достаточно агрессивна по сравнению с уксусом. Да, есть еще один вариант, это уксус. Но уксус, он, если он не концентрирован, то есть там, по-моему, 9% или 6 или 9 именно в бутылках, вот точно так же покупается на рынке. Но, во-первых, получается намного дороже, потому что лимонка разводится просто водой. Во-вторых, ну, честно говоря, да, если нужно очень долго и аккуратно разъедать эту ржавчину, да, тогда можно уксусом. Я иногда так делаю, то есть я наливаю уксус и чуть-чуть лимонной кислоты. Это если очень ответственная какая-то вещь, деталь, изделие, например, там какой-то коп, и там нельзя много слизывать, нельзя, потому что оно разъест, допустим, намного более агрессивная лимонная кислота, она просто разъест, и вот этот вот бесценный этот металл, она его разъест. То есть те же монеты ни в коем случае не надо лимонкой. Почему? Потому что оно там выест все.
и клейма, и год, и вообще все. Да, там останется ровная такая вот бляшка. То есть она по сравнению с уксусом более все-таки агрессивная, и это как бы экономия времени. И второй момент, что есть один момент, это нужно обязательно кипяток. Я покажу. То есть вот, пожалуйста, у нас утром оно стояло, и вообще 0 реакции, 0. То есть оно не работает. Лимонка не работает. Была полностью холодная вода, но вот оно постояло уже на солнце и нагрелось. И вот она пошла реакция, то есть видно. Оно начинает бульбать и дальше делать свое дело. Здесь очень легко это понять. И вот они идут. То есть реакция пошла опять. Все в пузырях. Все, оно пошло дальше. Ну, здесь очень хорошо видно. И вот у нас хорошо видно, просто нагрелось на солнце. И вот уже снова идет реакция, снова лимонка делает свое дело. То есть правило номер 1 – кипяток. Или хотя бы теплая вода. Чем она горячее, тем лучше, тем просто быстрее идет реакция. Вот и все. И вы экономите ваше время. А результат? Результат налицо. Результат просто налицо. Огонь. Вот, ржавая. Вот после лимонной кислоты. Вот оно. Новое. После лимонной кислоты оно новое. Осталось только немножко вот здесь вот ржавчину дотравить, и все. Вот так работает лимонная кислота.